я прям сегодня записывала видос один, как раз ответ на то, День йоги будет, 21 числа будет День йоги, Международный день йоги. И я говорю, ребята, слушайте, вообще поздравляю вас всех с Днем йоги, потому что это наш день. Такие люди могут задуматься, какого хера, я вообще к йоге не имею никакого отношения, это ко мне вообще, это не про меня день. А я вам скажу, что это как раз все про нас, потому что йога санскрита, и вообще о хрестоматийном писании йога Патанджали, там про вот эти асаны, которые мы считаем йогой, сказано там 1%. Все остальное это то, как прийти к этому состоянию йоги. И что такое вообще йога? Санскрит это переводится спокойствие ума. И вот про то, что сейчас говорил, сейчас я к чему я привязалась-то. Если вы вспомните, когда у вас ум спокоен, то есть нету страхов, беспокойств, жадности, ревности, желаний, страхов, как вы себя чувствуете? Идеально. Счастье. Это тупо называется счастьем. Нирвана. Да. Ну вот не то счастье, счастье. Да. По факту это и есть то, к чему там многие стремятся, хотя это не точка, знаешь, это не пункт назначения, как я говорю, а точка отсчета. Это некое средство передвижения счастья. Люди думают, что я сейчас вот чувствую себя счастливым, ну и все, и как бы на этом можно и закончить. Она не константа, не постоянная. Это энергия как раз. Да, счастье это энергия, на которую ты можешь создавать. Да, Она тебе дано для того, что ты создаешь. Так вот, получается, когда у нас ум спокоен, мы счастливы. Вопрос, как его успокоить? Его можно успокоить только одним историей – это энергия. Когда у тебя много энергии, опять же, вот ты приводил пример, я сейчас туда докручу. Если вы вспомните, когда у вас нет энергии, как вы себя чувствуете, ленивый, все бесят, депрессняк, тебе уныние. Хочется из кого-то ее выкачать, либо наркотиками, либо получить, через какие-то внешние другие средства. Потом у тебя есть ощущение, что вообще все вокруг виноваты, и ты чувствуешь себя маленьким, и тебе хочется рвать. Вау. Как только у тебя энергия поднимается, почувствуйте, как у меня много энергии. Да мне отдавать хочется. Я хочу давать, и мне хочется всех. Главное, на самом деле, когда, даже вспомните вот это, у меня много энергии. Во-первых, я что-то могу сделать прям 333 дела в 1 минуту. Я масштаб, я там квазар. Я очень большой. Энергия, Самое интересное, в этом моменте тебе ничего не страшно, тебе кажется, что ты вообще на все способен. Тебе уже вообще насрать на зависть, на ревность, на жадность. Тебе вообще не жадно. Есть такое, 100%. Тебе И тебе самое интересное, ничего не хочется. Не хочется из недостаточно. А тебе, может быть, тебе хочется создавать, дарить. Только состояние Уилла Смита на интервью. И это по факту регулируется только количеством энергии. И тут возникает вопрос, откуда ее брать. Есть источники. Их много, но я их там делю на основные 4 части. Сон, по сути, мы берем энергию. Правильный сон. Правильная еда. Еда, 100%. Дыхание. Это вообще отдельная тема, если сейчас пойдут в долгую. Инструмент, который нам дан природой, но мы ничего не умеем. Нет, дыхание. А 4? Я это объединяю. Если вы сейчас назовите мне, кроме еды, сна, от чего вы получаете энергию? Просто побросайте вариант. От достижения целей. Еще? То есть даже не достижение цели, от секса. Взаимодействие с людьми. Секс это понятие тоже дуальное, то есть кто-то отдает энергию, кто-то подожди, смотря какой секс, в общем, по факту я это называю, вот этот 4-й блок, я его называю, объединяю, вот то, что ты сейчас все назвал, это все одним, это называется медитативное состояние ума, это в священных писаниях. Оно почему медитативное? Потому что в этих процессах, у каждого, кстати, эти процессы разные, кому-то нравится петь, к примеру, кто-то, как правило, эти процессы очень четко определяют твое предназначение. То есть ты в этот момент прокачиваешь какие-то супер свои таланты. Да. И в этот момент ты находишься здесь сейчас, в настоящем моменте. Ты не думаешь, что там, где ты прям весь на 100% здесь, и тогда ты впадаешь в некую медитацию. Потому что медитация – это не только сидеть вот так. Уборка дома. Да, ты можешь резать огурец и впасть в медитацию. Еще есть такие, инструменты заход в медитативное состояние, когда ты на 100% уходишь в процесс. И через любой, например, из органов чувств. Например, идешь полностью в созерцание и растворился там, медитация,
опять же, когда мы едим, на 100% чувствовать чувство вкуса, запах. Например, когда тем же сексом занимаешься, вот если ты на 100% уйдешь в тактильность, нет, ну туда еще можно, в запахи, ну там на несколько уровнях идет контакт, очень прикольно, когда есть еще на высоких уровнях там духовный контакт и ментальный контакт, сенс, ну там эмоциональный, когда... Ты с собой занимаешься. Да, там вообще улет такой, тантр-тантр. Вот. Я к чему-то говорю? К тому, что очень много процессов у людей. Там, я, например, когда играю на сцене, это такой, например, оргазмический кайф. Я потом, после этого я могу отсняться, потом перелететь в другой город, сыграть спектакль, а потом улететь на съемки, не спамши, но у меня будет состояние вот оно. качает, том, понимаешь? Говорю, да. Это вот как бы штука, которая тебя заряжает, но это мы все называем медитативное состояние ума, когда мы приходим вот в это вот проявление своей природы здесь и сейчас. И вот они, источники энергии, оно нас приводит к счастью. Но, например, йога, дыхание, медитации, практики, то есть если ты ежедневно начинаешь это делать, вот ты помнишь, говорил, в привычку мы переводим, если ты... 40 дней. Ну, хотя бы 40 дней. Почему? Когда, например, я курс провожу и даю какие-то практики, я говорю, делаем каждый день. А потом вы увидите, вы сами не сможете от этого отказаться. Потому что я знаю, например, когда я пропускаю практики свои утренние, ежедневные, я разницу чувствую. Да, 100%. Я тупо чувствую разницу. И неважно, если я еду на съемки, у меня там они там в 6 часов утра, я встану раньше, ну, у меня прям практики там часа на 2, я могу в 4 встать, но я знаю, что я эти 2 часа себе так закатить, я потом сутки смогу, особенно когда это имеет накопительный эффект. То есть ты не один раз сделал и забыл про это, а когда ты это делаешь в долгую, то это у тебя месяц, год, 2, у тебя энергия, она, что бы ни происходило, какие бы обстоятельства ни происходили, тебя держит очень высоко. И твое состояние, твое восприятие этих обстоятельств, мало того, что обстоятельства меняются, во-первых, автоматом, потому что они являются твоей проекцией, а у тебя, когда ты на высокой энергии, ты проецируешь другое. Там нету боли, там нету страха. Ты проецируешь вот этот подъем и счастье. И оно тебе возвращается. Ты как привычку вырабатываешь вот эту ритуал, который вводит тебя в ресурсное состояние. А ресурсное состояние — это почему, вот, допустим, некоторые спрашивают, почему ты себя вбил, что тебе нужно каждый день быть в ресурсном состоянии. Вот тот же, допустим, Рома может меня спросить. Ну как я могу себе это Рома вбить? Твой или Рома какой-то другой? Рома мой, но который тоже мой друг, допустим. Вот у меня он спрашивал, почему я вбил себе, что я должен быть вот в ресурсном состоянии. Это состояние, в котором у тебя все получается. Нет, просто подожди, тот Рома, это тот Рома, а твой Рома, он не такой. Он так проявляется, он как раз очень хорошо знает про это ресурсное состояние. Знаешь почему? Потому что если ты его отпустишь, я сейчас прям серьезно говорю, мне очень хочется, чтобы ты его прокачал. Да. Я прям по-честному, мне прям важно. Потому что тот Рома, который твой Рома, если он выйдет... ну, как бы вот из этой лени, пойдет именно четко, сядет на тот поток, за которым он. Когда ты находишься в потоке, там ты постоянно в энергии. Да, но он тебя качает постоянно. Как он должен его выпустить? В ресурсное состояние. Нет, он прям по-честному будет хотя бы на часочек выходить в него каждый день. Не надо, не надо обязательно спать. Смотри, ты можешь сначала поспать в нем, а потом ты в Роме пошел делать дела, и ты заметишь, звонок сделать, например, надо позвонить кому-то, но из Ромы. Ты услышишь, как ты по-другому говорить будешь. Прикольно. И они по-другому тебе ответят. Это так работает. Мне очень хочется, чтобы ты попробовал. Это круто. Самое важное здесь во всем – это практика. Один раз не это. Потому что ему надо как-то выбраться. Ему хотя бы 1, 2, 3, 40 дней хотя бы. Давай Рому выпускаем, и ты через 40 дней просто поговорим. Потому что самое интересное, что как только ты из Ромы, например, проживешь 1 день, ты увидишь, что ты получишь какие-то совершенно другие ресурсы. Может неожиданно кто-то позвонить, что-то предложить, прийти, деньги из ниоткуда. Потому что ты тупо был в Роме. Ты, может быть, даже ничего конкретного и не делал, ты просто в нем был.
Да, типа ты в состоянии денег ушел. Ну, я понял, да, тебя. Вот смотри, вот вы говорите, там, прийти деньги ниоткуда и все такое. Ну, он ставил себе такую цель? Да, не обязательно. Это просто ты меняешь, возвращаемся к квантовому волновой дуализму или эти твои трутящиеся, как этот, перепутанность это. Она именно про это и говорит, о том, что ты меняешь свое... Наблюдение. Ну, это как виртуальные реальности. Вот, ты просто меняешь настройки, все. Да. А ты не боишься виртуальной реальности? Нет. Вот сейчас я тебе могу точно сказать, что через 50 лет 80% людей будут жить в виртуальной реальности. Они будут проживать вот тот опыт, который они хотят получить в максимальном количестве. Но имеется в виду проявить себя без всяких этих наук и так далее. Залез, хочешь Вася, вот тебе Вася, вот тебе автомат, вот тебе девочка с сисями. Без все, проблем, только вы такие наивные, думаете, что вы сейчас не в виртуальной реальности? Да нет, в этом-то и прикол. Если вот, подводя к вопросу, если мы сейчас можем создать виртуальную реальность, вот компьютер появился с ниоткуда, грубо говоря, там знания, там умы великие там, и так далее, появилась виртуальная реальность, все это работает, видишь, работает же. Вот запустил компьютер, поиграл в GTA, и потом вспоминаешь такой, ой, так у меня же это реальная жизнь есть. Или там VR одел, там повоевал в Афганистане, вернулся такой, блин, так это же то же самое. Ну, такое состояние такое возникает, да это же то же самое, что я там в роль играл, а сейчас я пришел в роль Миши, а там я был Вася. Просто, если, опять же, брать, например, какие-то... Ну, опять же, мы говорим, что это не истина, да, но мы как-то это объясняем. И есть такая книга очень прикольная, называется «Путешествие души». Почитайте, она прям простая, как здрасте. Когда психолог сделал исследование на пациентах, он заводил их в некое... сначала начал просто регрессии делать, не знаю, в детство, потом пошел в прошлой жизни, а потом... Он поймал пару пациентов на промежутке между жизнями. И он начал делать исследования, и вся книжка состоит из диалогов. Человек в гипнозе, и он задает вопрос, душе. И по факту там очень, очень простое объяснение. Действительно, там разные уровни развития этих душ, что они потом уходят, там, обучение проходит в группах. То есть к вопросу о родственных душах, если уж мы переходим на эту концепцию, то это те души, с которыми ты неоднократно сюда приходил. Конечно, твой мама, там, не знаю, дочка, или там, твой муж был твоим сыном был неоднократно. Я со своей дочерью, она была моим мужем и отцом неоднократно, я это знаю. Опять же, мы выбрали вот эту игру, допустим, вот в моем теле, чтобы просто поменять чуть-чуть, распределять по-другому роли. Но опять же, пройти какую-то, отдать энергию, или осознать, или подняться на новый уровень. Да. Это как раз, как я начала, основная задача познания самого себя. И вот этот долгий путь, много жизней, воплощений. То есть воплощение для души мы это называем воплощение, а по факту это заход в виртуальную реальность. Да, все сходится. Да, ты выбираешь себе, окей, ты посмотрел, так и говоришь, блин, так, в прошлой жизни я насиловал баб. Угу. Не прикольненько, ну окей. Тогда в следующей жизни я рожусь женщиной, которую будут, понимаешь, насиловать. Ну, мне надо же это как-то отработать. Я сам, это не Бог даже. Там Бога как нету, ты есть Бог, ты есть. Тут уже алгоритмы работают. Да, это как называется алгоритм. И ты такой, сознание выбирает тебе пройти. Вообще самые прокачанные души, ну, скажем, высокого уровня, у них самые тяжелые судьбы, по сути. Потому что им надо, они про хардкор, знаешь. Да, то есть ты идешь вот это GTA, да. Тебе не интересно проходить, то, что ты все проходил. Тебе надо так пожескочу, там, чтобы все... То есть богатые семьи с богатыми детьми – это халявщики? Ну, вообще есть такое понятие, как благочестие. То есть в прошлых жизнях, к примеру, ты заработал себе там, с прошлых уровней заработал себе какой-то счет в банке, да? И счет в банке не только в денежном эквиваленте, что-то там наработал, молодец был. И ты сейчас приходишь с этим счетом в банке и рождаешься, к примеру, там, у богатых родителей. Вопрос дальше. Ты или его
инвестируешь и растешь, или ты его сливаешь. То есть очень часто дети богатых родителей сливают это нафиг и возвращаются. Это как проклятие, да. Иногда бывает так, что, например, мужчина женится на женщине и становится нереально богатым, да, а она типа сидит, ничего не делает. А по факту это не... он ее типа обеспечивает. А по факту это не его благочестие. Это она с собой притащила. Бывает, дети рождаются, семья была бедной, раз такой... Подожди, это ребенок с собой притащил счет в банке. А как ты объяснишь то, что вот ты говоришь, вот женщина типа так бедная была, а когда мужчина типа поженился, то они стали оба богатые. Почему Нет, она не может сама реализовать она может, скорее всего, она не была прям бедная, скорее всего. Но, вот если вот я такой пример привела, скорее всего, у нее как-то очень ее вело по жизни. И, например, я не знаю, почему сейчас подумала об этом, но вот у меня дочка, я просто смотрю, насколько ее пространство любит. То есть у нее там однозначно очень хорошие, она реально по уровню сознания очень высокая. Она очень хорошо себе там набрала. И вот, знаешь, как дается. Хотя она вообще и не надо, она и не просит. И она на материальные вообще клала. Ей постоянно что-нибудь... Она вся в гаджетах, она в Америке с грин-картой, катается по всему миру. А она такая, прикольно. Она все, вот если вы ее сюда посадите, она вас такой загонит. Она вот про мир, про смысл жизни, про дружбу, про высокие какие-то материи человеку 12 лет, понимаешь? И ей никогда не интересно было про... Понимаешь, сразу видно, что там что-то наработало, и я вообще не беспокоюсь, что у нее будет, потому что я знаю, что там вот сейчас какое-то предложение пришло, неожиданно просто упало, ей пройти так, что у нее будет бесплатный колледж. Вообще здесь, в Америке. Вы знаете, сколько здесь колледж стоит? А я думаю, надо же бабло какое-то доставать ей на колледж. А мне даже не надо, из-за нее уже решили. Вопрос о том, что... Бывает такое, что ты уже в течение жизни так себя нарабатываешь, что прилетает. Почему благотворительность всегда работает, да, или там вот этот кармический маркетинг, когда ты начинаешь помогать людям, в том, что, например, хочешь в чем сам реализоваться. Сервис, плюс еще, когда ты служишь людям. Служение. Вот есть такое ксева понятие в Индии, когда ты делаешь для чего-то, не ожидая ничего взамен. Каждый день хотя бы по чуть-чуть. И себя капаешь там. Я переводила прикольно, то есть в такую, знаешь, представьте себе, вот сидит там канцелярия какая-то божественная и считает, у них там все посчитано, все должно быть четко. Вот прям до копеечки. И ты, например, причем тебе дается на тебя лично. Там Макс заработал в прошлой жизни 100 рублей, к примеру. Ему на этой жизни выдается эти 100 рублей. Оно, может, растянется в течение жизни. Я мог сразу бомбануть все 100 рублей, а он дальше что, как бы... Вот. А тут он начинает свои 100 рублей, которые на него выделены, отдавать больной девочке, понимаешь, какой-нибудь. Там в канцелярии такие, подождите, нам для Макса 100 рублей надо выдать, а он девочке отдает. Давайте ему накинем. Так по-простому я перевожу уже в детский сад. Это реально работает. Вот. Да, я тоже так думаю. Да, и мы такие, нате еще и побольше, и с процентами. Просто знаешь, вот то, что мы сейчас с тобой разговариваем, мне вот интересно, допустим, я вспоминаю Бали и понимаю, что насколько уровень сознание растет не только от, наверное, к жизни, от реинкарнации, но и в течение твоего пути. В этом так и должно. Смотри, к примеру, у нас есть планета, да? Вот, допустим, когда ты маленький, вот ты говоришь, вот дочка 12 лет, она, в принципе, у нее потенциал, да, ты это чувствуешь потенциал, но она понимает, что, вот, допустим, вот эта энергия в нее, она еще не умеет ей играть. Она типа вот мироощущает, что мир, в принципе, большой, и круто, что она туда полетит, туда. А когда она научится вот этой энергией, управлять, она поймает, что ощущение ее намного больше, чем наш мир, чем наша планета. Так и да. И так она вообще элементарно может. Австралия, Германия, Греция, потому что это всего лишь маленький участок твоего большого масштаба. То есть, по сути, ты говоришь, вот этот 100 рублей, которые мне дали, тебе дали, там каждому это тоже свое. Разделение, это инструмент для того, чтобы ты масштабировал восприятие своей души и осознал свой потенциал. Но это вот неважно, я имею в виду, что тебе дали 100 рублей, либо 100 миллионов, потому что это инструмент, с помощью которого ты можешь дотронуться до своего самого главного ресурса – энергия, потенциал, осознанность. Но по факту, вот если мы говорим про любые какие-то достижения здесь, в этой реальности,
они все неважные. То есть я это называю некая сверхзадача. Есть вертикальная сверхзадача. Для меня вертикаль – это вот единственное истинное, там, рост твоей души. Да? Вот в единство ты должен дойти из маленького разделенного маленького сознания, вернуться к единству. И вот оно, твое истинное предназначение – познавать самого себя. Все остальное горизонтально, это наша материальная реальность. И тогда, когда ты понимаешь, что этого ничего не существует, это некая иллюзия, любые достижения становятся неважными. Да. И тогда, когда они для тебя неважные, они в любом случае достижимыми. Поэтому Оскар, Нобелевская премия, неважно что. Ты как бы, ни хреново было бы. Она никогда, я всегда задаю вопрос, сможешь ли ты жить без этой мечты, если она у тебя не осуществится? Если человек говорит, да, когда, да, тогда это показатель того, что это не есть твоя недостаточность. И я недавно, прям, по-моему, на днях себя словила о том, что я помню те моменты, когда я жила в состоянии о том, что, если я не достигну какого-то очень высокого, Оскара в актерстве, вообще смысла, жизнь прожита зря. И тут я начинаю себя ловить, А в Оскаре ли дело? А нахера вообще мне этот Оскар? То есть, было бы прикольно, что у меня будет, но у меня вообще отлично. Вот мне вообще без него просто шикарно. Вау, то есть, по сути, это такой же триггер, как я съел мороженое, получил энергию, я получил Оскар, я получил энергию. В принципе, после того, как ты получила Оскар, тебе нужно будет еще что-то более глобальное. Тут вопрос значимости. Когда она же поставила значимость. Да. Значимость, и тогда его никогда не достигну. Да. И она для себя определила, насколько этот путь будет длинный, она сама это для себя определила. И мало того, оно всегда, например, любые достижения, особенно, они рождаются вот из этой, как называется, беспристрастие. Тогда, когда ты беспристрастен, то это не рождает карму, в смысле причинно-следственную связь. Любая твоя, даже яркая эмоция позитивная, когда она перебор, уже да. Это тоже карма, потому что она из недостаточности.